Ну что, привет, ребята. Значит, сегодня у меня такое видео с внезапной поломкой. Машина еще не ушла, я ее тестировал перед отправкой клиенту. Мой клиент уезжает на 2 недели куда-то далеко. Я думаю, надо еще раз все системы протестировать. Значит, все проверить, что все работало. И насос, вот вы уже его видите, я его уже достал. Значит, я включил воду и думаю, пусть она поработает так минуты 2 непрерывно, 3. Включил воду, она непрерывно течет. Проработала минуты 3. Вот даже не успела слиться, было где-то вот так воды, сошло где-то вот так. Ну, может, 5 минут он проработал непрерывно. И бым, перестал работать. Ой-ой, я тут давай это что, как? Блин, ну представьте, люди уезжают, я ж не знаю, куда они поедут, ну 2 недели, сейчас лето, жарище, там, может в пустыню, может еще куда-то там. Ну, сейчас везде жарко, даже если они там в Аризону поедут или на юг куда-то там, Сан-Диего, там, не знаю. Ну, в любом случае жарко, вода нужна, то есть арендуешь вэн с водой, ё-моё. А у меня бах и перестал работать. Значит, по поводу насоса. Насос я покупал. То есть, ну, понятно, что насос не работает, да. Я его уже разобрал, я уже нашел причину, и вам просто уже постфактум это все рассказываю, да. Сейчас я все уже выяснил. Прикол в том, что это насос не какой-то там левый, да, какой-то я вот нашел там за 30-40 долларов. Я брал насос морской, такой же стоит на лодках. Ну, применяется он для RV-шек идет, и он точно такой же насос идет для лодок таких небольших, для катеров, для маленьких яхт, которые там, я смотрел, там до 30 футов, они вот точно такие же насосы. Они на 4 камеры идут, эти насосы. Вот видите, у него 4 камеры, у него автоматическое выключение. И преимущество таких насосов в том, что он на подшипниках. У него здесь подшипник и вот здесь подшипник. И он может работать без воды. Да? То есть даже если там вдруг вода перестала течь или закончилась или что-нибудь, и вы его не отключили, забыли, он на подшипниках может крутиться очень долго. Даже в инструкции написано, что он может без воды очень длительное время вращаться. Ну, пока вы заметите, да, там час, два, три. У меня было несколько раз, он работал часов 5. Да, я тоже про него забыл, автомат не сработал вот этот, и он жужжал, мы куда-то пошли, в городе каком-то путешествовали, и потом вернулись, и я думаю, что за звук такой, что-то жужжит. Смотрю, это мой насосик, я его выключил. Когда уровень воды низкий и бывает не захватывает, вот такой есть момент, когда слишком мало воды, вот у меня, допустим, остается вот так, и он начинает уже так, то захватит, то не захватит, в зависимости, как машину поставил. Вот. Поэтому насос, конечно, я правильный выбрал, да, то есть я его только что разбирал, и он сделан отлично. Ну, по крайней мере, он на подшипниках, все. По поводу супер его герметичности, тут я готов поспорить, несмотря на то, что вот здесь стоит большая резинка внутри, он прикручивается, и вот тут вот все резинками закрыто. Вот через эту штучку, там внутри капелька воды, у меня уже там была ржавчинка. Да, причем в сухом климате, в абсолютно сухом климате. И там вот, ну, чуть-чуть, правда, капелечка, но как-то она пролезла. Причем это ж не лодка, не катер, да, это ж RV-шка. Ну, конденсат может, ну, не знаю, какой конденсат. Но, в общем, вот это мне уже не нравится. Хотя хваленый там отзывов по нем просто миллион, поэтому... Он есть двух, вот у меня Rec Pro, а есть еще, как-то он по-другому называется, но он тоже популярный. Но это одно и то же, там только наклейка другая, а насос тот же. Вот, так вот, в этом чудо-насосе есть чудо-клапан, вот этот. Я с него сейчас уже снял, вот я заизолировал, соединил два вот этих клеммы, которые сюда одеваются. Его принцип работы такой. Здесь постоянно включенный концевик. Ну, кто электрики поймут, да? Постоянно включенный. То есть вы подаете напряжение на него, напряжение через концевичок пошло, и он сразу же запустился. Как только давление нагоняется, там вот 4 чамбера, они нагоняют давление,
и давлением начинает, то есть вы кран закрыли, допустим, одну сторону, давление внутри повысилось, давлением толкнуло штифт, и штифт выключил концевик здесь. Ну, в общем, довольно все просто, там ничего сложного нет. Я вообще его зря снимал. Вот. Но я померил напряжение, оно здесь приходит, и я как бы так не додумался, что сразу можно было концевик смотреть. Вот. Поэтому причина, я заодно его разобрал, проверил, проинспектировал. Вот. Ну вот получается, что вы покупаете хороший насос, который стоит там 70-80 долларов. Ну, мне обошелся в 80 долларов. А в нем стоит вот такой китайский концевичок, который внутри, я не исключаю, он даже не медный, а какой-нибудь, знаете, там оцинкованные пластиночки стальные. Короче, полное, наверное, фуфло, потому что он у меня, не проработал долго. Фактически я съездил в 2 путешествия. В общей сложности я пользовался насосом, пусть 3 недели. Да, вот 3 недели регулярно открывая кран. Ну это же фигня полная вообще. И у меня уже один раз было в дороге, что концевичок давление нагоняет и не выключается. Он что-то дыргал, но потом вроде нормально пошел. Ну и ладно. Думаю, пусть работает. Значит, теперь я вам покажу, как быстро проверить, если такое случилось. Но вообще имейте в виду, да, что даже хороший насос с хорошим двигателем, с подшипниками совсем, вас может подвести вот этот концевичок. А представьте, если вы на лодку поставили, где толком не добраться, он там где-то глубоко стоит, и вы где-то ушли в какое-то плавание там. Ну, даже мои ребята вот сейчас уезжают на 2 недели. Вот они сейчас куда-то далеко уедут, и бах, без воды остались где-нибудь в пустыне. Ну, ё-моё, да. То есть деньги заплачены, а тут такая дурня. А причина вот это вот китайская какая-то хренотень. Я ее обхожу, я сейчас по-другому переделаю, без этого концевика. Ну, я не знаю, можно ли их вообще отдельно покупать, или придется из-за нее насос покупать целый. Значит, расскажу вам, как проверить можно для тех, кто использует вообще такие насосы, такого типа насосы, да, может, на яхтах, на лодках или на RV-шках. Если у вас бах и перестал работать насос, не вините сразу насос, потому что я смотрел сейчас видосы, и все сразу же, так же, как и я, лезут снимать насос. Все, не работает, насос накрылся, сразу бегут снимать насос. А есть выход из этого положения. Берете вот эти 2 клемки, вот эти 2, да, тут приходят 2 этих провода. Снимаете их и соединяете. Если вы соединили, то есть вы обошли этот концевичок. Как только вы их соединили, он запускается и работает прекрасно, качает дальше. Все, берете их вместе, соединяете, скручиваете, изолируете. У вас абсолютно рабочий насос, только нет концевика автоматического отключения. То есть вы просто переходите на работу от электрического включателя. Вот в моем случае я вам покажу, как мы переходим на работу. То есть ставим кран в постоянно открытое положение. И выключаем воду просто включателем. Раз, включили, вода течет. Выключили, вода не течет. Переходим на электрический включатель. Вот у меня сейчас времени нету, да, потому что у меня послезавтра машину забирают. А заказать насос, это 4 дня он будет идти. И я принял решение просто переделать постоянно открытый этот. То есть просто им напишу, что вы будете пользоваться водой, включая электрическую. Ну, оно и раньше у меня так же было, да. То есть я включаю, потом открываю, закрываю. Ну, так может удобнее, но разницы большой нет. То есть переходите просто на включатель, и все. И, по крайней мере, это быстрый выход из положения. Я для себя его так определил, потому что у меня есть всего 2 дня, чтобы выйти из положения. Вот. В общем, вы поняли, да? То есть его снимать вообще не надо. То есть, когда он у вас просто перестал работать, вдруг внезапно, просто попробовать соединить на концевике вот эти 2. Он сразу, если запустится, мотор исправный. Это как бы вы проверяете двигатель, да? Потому что провода идут так, что плюсовой провод, он не сразу туда заходит, а он сначала идет на концевичок, потом он выходит с концевичка, идет на концевик, потом выходит и уже потом подает плюс туда на двигатель. И все. И мне пришлось, потестировал, называется. И сейчас мне пришлось лезть туда. И я даже нашел свои
косячки, так как я вот изготовил, то это несколько геморно доставать насос. Вот. Хотя не надо было его доставать, но если придется доставать, ну я уже как бы научился, это моя машина. И мне ее обслуживать, моя проблема, и мне ее обслуживать. Ну вот. Да, если кто-то знает, можно ли заказать вот этот концевичок, на нем ни номеров, ничего нету. Ну, скорее всего, что придется мне просто купить еще один насос, чтобы работал концевичок для автоматической подачи воды, а второй просто оставить в запас, как просто насос. Либо использовать его для душа. Я вот еще подумал, душ отдельно запустить. Но в душ тоже как бы автоматически оно нужно. Ну, в общем, вот такой прикол. Все, всем спасибо за внимание. Всех, кого будет интересовать качественный насос, вот компания. Видно хорошо? И вот его характеристики. Этот насос 11 литров в минуту. 11,3 литра в минуту у него производительность. Этот насос по производительности очень хороший, скажу сразу. То есть напор как дома. Когда на полную открываешь, он льет из крана, вода льет просто как дома. Абсолютно такой же напор. Для RV-шки, для яхты он даже такой не нужен. Потому что это расход воды. Мне жена постоянно, Катя, говорит, сделай меньше напор. Куда оно так, говорит, приходится краном прижимать. А как я сделаю? Насос производительный. Ну вот, поэтому, в принципе, можно покупать не на 4 чамбера, да, вот эти вот, ну, 4 камеры, 4-камерный, да, а можно есть на 3. Может, он даже меньше будет. Оно не нужно столько, оно излишнее. Качает, как бы, 11 литров в минуту. То есть, получается, за минуту ведро наливает. Понимаете? То есть, он льет как домашний кран. Даже как хороший домашний кран, я бы так сказал. Поэтому напорчик тут, мама, не горюй. Вот. Ну и потребляет он, кстати, тоже немало. Он 7,5 ампер берет. Вот. И давление давит почти 4 бара. 3,88 бара. Вот. Но он чисто водяной. Вот тут написано do not pump flammable liquids. Не прокачивать какие-то там жидкости. Flammable. Больше что такое flammable? Я что-то такого слова не знаю. Flammable. Это вот написано. Может зажечься. Воспламеняющиеся, да? Ну это молодец. Легко, не воспламеняющиеся жидкости. Но он чисто водяной, для воды. Он даже написано. Water pressure pump. То есть только для воды. Но насос прекрасный. Если бы не этот концевик, я его хвалил. Всегда хвалил. Ага, давай. Все, вот такое вот видео. Вот такой у вас будет, ну, мой опыт, который я вам могу передать. Да, либо концевики на них ненадежные, либо сразу его обходить, либо знать, так ставить, чтобы доступ был хороший. Вот так поставить. Вот у меня он стоит, кстати, хорошо. Я его туда вот так задом вставляю, и он у меня вот так спереди стоит. Если бы я сразу взял, просто подал напряжение, обошел концевик, я бы сразу его и не разбирал бы, ничего не снимал бы. Потому что, чтобы соединить два провода, туда лезть не надо, да. И концевичок, если поменять, то тоже вот две под крестовую отверточку, 2 болтичка этих шурупа. И если у вас есть запасной, вы его просто вставляете, новый концевичок, и он ничего не снимая, ничего не разбирая. Выкрутил, этот вынял, другой вставил, все. Причем вода течь не будет, потому что там стоит, вот здесь стоит прокладка внутри дополнительная, изоляция. То есть там стоит от чамбера большая такая мембрана, она не пускает. А потом еще отдельно стоит прокладка здесь. Ну, то есть заизолирован он нормально. Все, всем удачи. Не терпите такие фиаско, как я. Я потерпел фиаско.